Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Телец. Второй прогноз. Январь 2026. События на пороге. Знаки судьбы. Давайте узнаем, чего вы не видите, или то, что от вас, возможно, скрыто, чего вы не предполагаете. Допустим, что мы не все знаем, не все можем объективно рассмотреть, но те процессы, которые, возможно, даже не от нас зависят, от других людей или от обстоятельств, от сильных мира, может быть, всего, они все равно продолжают развиваться. А январь– последний месяц, когда Уран в ретро-движении в вашем знаке до 4 февраля. Уран в данном случае, отчасти Сатурн, нам будут вот эти две планеты помогать навести порядок в нашей жизни, завершить сложные темы, волнующие истории, может быть, и расставить какие-то логические точки над теми событиями, которые мы не в силах изменить. Но в центре, конечно, внимания это наше благополучие. И не обязательно, допустим, что кто-то там скрывает, да, или какой-то хитрый план имеет. Мы и сами можем чего-то не видеть в силу разных причин. Чего-то можем не замечать. У нас две колоды. Первая колода– цыганский оракул Сибила. Вот мы достанем три карты, три знака судьбы. И первая карта– чего вы не видите. Вторая– события на пороге. События с первых дней января. Вторая колода 78 дверей. Открыты двери или закрыты? Давайте с вами узнаем. И первый вопрос наш будет звучать так. Что придет в вашу жизнь? Или что спешит в вашу жизнь? С чем это связано? А что уйдет? Что будет продолжаться? Чем не соблазняться, а на что соглашаться? И чего опасаться? В чем нужно быть осторожным? Итак, чего же вы не видите, мои дорогие? Разговор какой-то важный вам предстоит, мои дорогие тельцы. Может быть, с кем-то вам придется проявить виртуозную дипломатию, хотя нам тут показана группа людей, это не обязательно семья, то есть это с разными, наверное, событиями или в разных сферах жизни могут быть важные разговоры. Может быть, вы придете к какому-то определению именно через разговор, когда вы и узнаете что-то, или проясните для себя, на что там определенные люди готовы, настроены, с кем вы будете продолжать общение, какой вы для себя вообще конфигурацию будущего. Но именно диалоговая форма– это для вас, ну, как ваше все, потому что, может быть, и есть и те темы, в которых вам придется так словно подвинуться, искать какие-то компромиссы. Но, может быть, это и есть какие-то очень важные, болезненные темы, которых нужно что-то прояснить. Вот чего вы не видите. Видимо, этот разговор, либо он спонтанно может в течение января возникнуть, может быть, и не один, или какой-то человек может начать этот разговор, и вам как будто это нужно поддержать. Для вас это имеет значение, потому что это как знак судьбы. Поэтому будьте внимательны. Если какой-то диалог у вас начинается, пусть даже вот неожиданно даже для вас, да, или какой-то человек выходит на связь. У нас время такое, ничто и никто не появляется просто так, зачем-то нам это нужно. Давайте мы достанем дополнительную карту, а это о чем? Или какая сфера? А у вас тут какой-то сложный вопрос должен проясниться. Правда, было какое-то отчаяние. Вот теперь вместо отчаяния какой-то разговор будет очень важный. Может быть, тут у каждого по-своему. Либо это с человеком конкретная личная жизнь, а может быть, это какие-то согласования, которые прежде вы уже отчаялись, что у вас это не получится осуществить. И что это еще? Вы будете, правда, тут еще первая карта у нас называется отчаяние, вторая карта скорбь. Этот оракул, я должна сказать, он не переделывался. Те значения, которые изначально были, они присутствуют в наши дни. Поэтому некоторые могут так шокировать, но мы их перекладываем на нашу современную жизнь. Но тема-то, в общем-то, одинаковая для этих двух карт. Нам говорят о какой-то болезненной ситуации, но на смену ей приходит какой-то очень важный разговор. Так чего вы не видите? В конечном итоге к чему это все идет?
Ну, правда какая-то. Или разговор, или, ну, как письмо, весть, какой-то важный документ вы получите, может быть, да? Или узнаете, есть смысл заниматься чем-то, или, может быть, это нужно оставить. Но тогда вам оставить это будет значительно легче. И к чему это все идет? Какой-то у вас прежний опыт. Ну, называется старая дама, имеется в виду человек опытный. Тут какая-то старая тема, правда, по которой вы отчаялись, или что-то вам тут не нравилось, или, может быть, не могли что-то осуществить. Я не говорю, что вы сможете это осуществить. Нам карты не повествуют об этом. Но вот заканчивается, к чему идет, какой-то опыт. Видимо, мы же все разные, хоть и под одним знаком зодиака вы, мои дорогие тельцы, родились, но суть была у каждого своя, поэтому будьте готовы как и к диалогам, каким-то переговорам, может быть, даже разговорам по душам, у кого чего касается. Для вас важно вообще вот контакты, взаимодействие. И у нас очень важно, как и в конце 2025, так и на 2026 строить правильные социальные связи. Поэтому через контакты приходят какие-то возможности, мои дорогие. Где-то вы словно обрастаете вот этим опытом, но это всегда следом за опытом какие-то мудрые решения. Поэтому какая-то болезненная тема у вас может, по крайней мере, проясниться, это точно. События на пороге. Давайте достанем карту. Называется карта «Противник». Тот, кто затаился. События на пороге. Значит, это может быть тот человек, который словно, да, или вы его, может быть, воспринимаете как противник. Но вот с тем человеком, может быть, даже с кем вам не хочется общаться, или тот человек, кто против вас настроен, тем не менее в вашей жизни он как будто появится. Потому что это как событие на пороге. И тут по-разному. Вы можете получить какое-то свидетельство, я имею в виду о человеке, может быть, информацию даже, да? Может быть, какая-то и тайна у вас откроется, кстати. Может быть, с вами на контакт выйдет вот такой человек. Будьте внимательны, потому что те люди, по которым или с которыми, может быть, у вас были, ну, такие вопросы скользкие, мутные, или интуиция ваша подсказывает, что вот с этим персонажем нужно быть аккуратным. Поэтому тут действительно, как будто мы еще вдобавок и не знаем, что ожидать от этого человека. Но с учетом, что нам уже прорисовали как бы противник, то я могу предположить, что есть какой-то человек, вы от него, в принципе, ну, не ждете каких-то важных решений. Давайте еще карту достанем, не совсем понятно. Что же за события на пороге? Да, вы можете подвести вот какую-то демаркационную линию. Я надеюсь, все правильно понимают, это окончание, смерть, то есть завершение. Завершение какой-то конфронтации, мои дорогие, у вас тут будет. И это событие на пороге, ну, может быть, это в течение января. И вам как будто что-то прояснится. Может быть, это придет какое-то известие, кстати, вам кто-то принесет о том, что, ну, вот как я говорила, да, вы получите как свидетельство или извещение. Я такое тоже могу допустить по какому-то человеку. А вам-то что от этого? А вам от этого праздник. Или вообще эта карта ищущая удовольствие. Здесь, знаете, какой-то человек, который искал удовольствие, может быть, это вот просто какая-то даже новость. Может быть, это касается там коллег, соседей, кого угодно. Но, видимо, вам как будто легче будет, мои дорогие тельцы. Вы узнаете, я так вижу, какую-то правду и можете действительно поставить какую-то логическую точку. Как будто помеха какая-то у вас уходит. И вы и раньше вы можете получить такое же подтверждение. Вы могли предположить, что человеку этому нельзя доверять. Тогда правда у вас какая-то откроется о человеке, и вы поймете, почему вот вы это чувствовали или предполагали. Может быть, вы тогда гнали от себя эту мысль и говорили себе, а нет, показалось. А тут нет, не показалось. Вот тут точно у вас какой-то вопрос прояснится. И причем вы можете даже о ком-то узнать такое, что вы воспринимали человека как персонажа серьезного, скажем так, да, или персону серьезную, а тут поймете, ну, пустой человек. Вот такое тоже могу предположить. События с первых дней января. Ну, вот есть какая-то надежда. Но тут у нас изображена
пустая надежда, мои дорогие. Есть то, что не может быть продолжено. Возможно, это с конкретным человеком, и вам придется определяться с чем-то. Может быть, и не обязательно человек, а какой-то ваш план. Вот раньше была надежда. И нам, художник, обратите внимание, словно девушка прикована к какой-то планке, да, и еще и цепью, да еще и завязанными глазами. И не видели, и не знали, и, может быть, знать не могли. Вот правда, у вас какая-то истина словно либо всплывает на поверхность, либо вам становится очевидно понятной, даже если это истина из разряда невероятного. С чем это связано была надежда? Вот так. Тут кто-то играл в свою игру на вашем постоянстве. Может быть, где-то на том, что вы, тельцы, правда, вы постоянные люди. Если отношений вам хочется чего-то такого надежного, уверенного, не игры, это точно. И явно вот эта надежда какая-то, вы себя словно поместили в какие-то рамки, ограничения, потому что вы, может быть, долгое время ожидали. Может быть, ждали того человека, который, в принципе, не придет. И здесь у каждого по-разному. У кого-то грустная история, которая завершилась ничем. А у кого-то из вас, я знаю, меня смотрят те а, из разных стран, причем там, где идет война, мои дорогие. И, может быть, это как человек без вести пропал, правда. А потом выяснилось, что он погиб, и вы все равно его продолжали ждать вот где-то. Но здесь, наверное, или пусть это с какой-то другой болезненной ситуацией, может быть, не получили какой-то документ, очень важный. Вы считали, что для вас этот документ, но это как билет в будущее. А теперь вы понимаете, что да не получила и ладно. Или не состоялось у меня какое-то согласование. Ну и ладно, как будто вас вот именно что-то отпускает. Вы можете также узнать, что кто-то с вами был нечестен. Я вот такое все же вижу. И того, кого вы, может быть, даже воспринимали, вот как это постоянство проявляли, человек вел какую-то игру. Вот тут две вот эти позиции, да, в знаках судьбы, как события на пороге и события с первых дней. Может быть, это вот именно и начнется что-то с начала января проясняться. Ну и потом как-то продолжится. Давайте откроем карту. Так что ж тогда придет в вашу жизнь, что спешит? Фортуна, мои дорогие. И по фортуне мы никак не должны терять времени даром. Видимо, тут и вы можете услышать разного рода новости. Но, кстати, если мы говорим в целом о новостях, об информации, будьте внимательны на протяжении всего 2026 года, потому что у нас будет очень много лживой информации, сбивчивой информации. И даже не потому, что нас кто-то хочет заведомо проинформировать и обмануть. Нет, люди могут быть уверены в собственной какой-то правоте и нам тут доказывать во всех красках и эмоциях. Поэтому держать руку на пульсе и постоянно анализировать то, что вы слышите. Но тем не менее, есть какой-то пункт в январе месяце, когда вам придется, не теряя времени, куда-то отправиться. Может быть, и недалеко, для кого-то подальше. Или использовать вот этот момент, как будто фортуна дает вам шанс. И всегда карта дает совет. Не упусти этот момент. И, как известно, вот эти шансы или возможности, они к нам приходят совсем не тем путем, как мы это предполагали. Вот какой-то прорыв такой своеобразный у вас точно будет. Сама по себе какая-то возможность прекратить, может быть, пустое ожидание или все расставить по местам. До 4 февраля Уран в ретро. Поэтому вот пусть мы потом, последующий период до 26 апреля, и я бы даже сказала, с учетом Сатурна, конфигурации и градусов, мы будем до конца июля что-то переделывать или где-то возвращаться к нашим, может быть, идеям, да, и их как-то укладывать на более такие реальные рельсы, как это может продвигаться, или заниматься все равно какими-то вопросами. Но там, я могу предположить, движения будет больше, а застоя уже меньше. Поэтому тут может быть какой-то, ну, такая дистанция, которая растянута даже на полгода, поэтому будьте к этому готовы. Но, по крайней мере, вот
Шаг за шагом все происходит так, как нужно. Как будто фортуна вам желает, мои дорогие, добра. И тут все приходит, мы и спросили, что идет в вашу жизнь. Сама фортуна, удача, победа. Она идет в вашу жизнь, но также старший аркан будет свидетельствовать о том, что если тебе дается какой-то шанс, телец, то ты его не упусти. Но даже если что-то пока идет со скрипом, мои дорогие, повод задуматься, а нужно ли туда идти, нужно ли этим заниматься. Может быть, судьба как будто вам, ну, такой своеобразный барьер ставит, давая вам время подумать, стоит игра свеч или нет. Что уйдет? Ну, какая-то, знаете, вы как в самозащите, может быть, долгое время были. Уйдет еще то, что по семерке жезлов, да, нам показан человек, вот открыты двери или закрыты. Для фортуны все двери открыты. А вот что уходит, это когда мы сами пытались, может быть, определить. Где-то это с картами связано, вот оракула. Кто нам друг, кто нам враг, а кто так, да? И вот этот камень, как будто человек даже непонятно, не то закрывает грот, не то открывает. Это словно вы сами от кого-то, ну, как ставили барьеры, а кому-то были рады. Но вот это как будто уходит. Какая-то неопределенность. Но ведь всегда по семерке жезлов это много людей, которые все от чего-то от вас хотят. А вам уже хочется так вот заняться чем-то своим. Или свои ресурсы распределять и время, и энергию, и, может быть, и как финансы. Ну вот сделать что-то по-своему. Но прежнее время вы не могли. Вас как будто дергали в разные стороны. Вот это уходит. Что будет продолжаться? О, карта победа. Победитель. Вы сами открываете двери. И зал рукоплещет. Какая-то победа будет. Может быть, и в документах, тем не менее, да? Может быть, одним образом нельзя или какой-то один документ, допустим, или какую-то сделку, ну, смотря у кого чего касается, да. Тут ведь может быть даже личная жизнь, а упирается в какой-то материализм или важную бумагу. Но вот тут тогда вы какие-то важные вехи можете совершить для себя. Может быть, и стать популярным. Или сделать какие-то первые шаги. Но с учетом колеса фортуны. Тут, правда, победа к вам приходит. И это будет продолжаться. Кстати, нам говорят, что ты что-то продолжай. Жезлы, дела, работа, бизнес и откуда к нам приходят деньги. Поэтому вам, как минимум, нельзя расслабиться. Эта карта не говорит, что овации и занавес, да? Нет, чтобы продолжилось это ваше где-то выход на авансцену, вам постоянно придется выходить на нее. Мы должны удерживать эту победу, иначе все пойдет в кривь и в кость. Но победа будет. Чем не соблазняться? Знаете, видимо, в январе быстрой смены направлений. Когда наметил себе что-то одно, а потом вдруг сам себе сказал: "А нет, что-то новое начну". Вот тут новое не начинайте. Но это я так говорю. Почему? Потому что пажи — это тоже вестники у нас, да? Немножко отходя от этой карты, от значения, да? Как и вестники, так и именно по пажу мечей, когда мы собирались, допустим, в одно куда-то место ехать, да, а поедем в другое. Или имели один какой-то план, бросили этот план, начали какой-то другой. Нет, вот в позиции чем не соблазняться. Просто продолжайте. Вот она победа и то, что я сказала. Но если мы говорим открыты двери или закрыты, за вами могут наблюдать. Но точно так же и вы можете иметь соблазн за кем-то наблюдать. Может быть, чем не соблазняться, знаете, тут еще так. Кто-то пронаблюдал, а потом начинаются какие-то сплетни, да, или какое-то обсуждение ненужное. Потом ведь человек может все перевернуть и еще и сделать виноватым. Свои слова переиначить и сказать, что это сказали вы. Вот с такими скользкими персонажами будьте аккуратны, мои дорогие. Ну и в отношении нового. Не время что-то начинать. Тут время продолжать и разбираться с теми, может быть, вопросами, которых и так, в общем-то, поднакопилось. А на что соглашаться? А вот вам нужно продумать какую-то, как в разведку, да, сходить. Я всегда по этой карте говорю. Потому что вот девушка наша, смотрите, проблема явно есть какая-то, да, 4 пентакля. С одной стороны, это карта якоря, но этот якорь не такой большой, а финансы тоже так вот не очень велики. Все так вот, оно вроде базис есть, но
не разгуляешься, вот это да. И у кого-то, может быть, именно финансов касается вопрос. И вот как будто девушка должна, она хочет попасть. И вопрос она ставит, как попасть в эту дверь. И мы так смотрим и понимаем, что не попадет она в эту дверь, ну никак. Дверь не вырастет, девушка не уменьшится. Но вот именно от вас как будто на что соглашаться, на какой-то альтернативный вариант. Вот может быть сродни вот этой карты, то, что я сказала. Шанс, возможность приходит совершенно не тем путем. От чего-то не отказаться. Разведка, я имела в виду, что, сказав это, ведь эта девушка, мы видим, если так со стороны, беспристрастно, без эмоций, мы видим, что у нее достаточно прочное положение. Вот это как будто вы. Вот посмотрите на свою какую-то жизненную ситуацию со стороны. А вы как будто в этот момент можете смотреть на маленькую дверь. Войду я туда или не войду? Не войду. Но надо использовать те ресурсы, которые есть. Ее в данном случае рост. Она считает, что рост– это преграда, помеха. А в данном случае рост– это ее преимущество. Потому что она может как минимум заглянуть за забор и посмотреть, что там происходит. Надо мне туда или, а ну его, да не буду я туда собираться. И если уж решил, что да, нужно, то тогда взяла и перелезла, в конце концов, этот забор или перемахнула. То есть есть решение какого-то вопроса. И это в позиции соглашаться. То есть, правда, тут может это через какое-то альтернативное предложение приходить. Или, ну, пусть это будет выражено даже через какую-то бумагу. Рассматривайте. Вы, по крайней мере, рассматриваете. Пока не отказываетесь. Особенно те варианты, да, как альтернативных решений уже знакомой какой-то истории. Не новой, нет. А тут именно искать вот эту альтернативу тем вопросам, в которых вы подзастряли. Чего опасаться? С чем нужно быть осторожным? Вот смотрите, да, как вот по этой карте дверь, кстати, тоже открыта. А в данном случае, вот, да, по э, предыдущей позиции, на что соглашаться. Тут ведь дверь-то, в общем-то, нам и не нужна. Опять же, нам этот забор не забор. Подумаешь, перелез и пошел, если уж тебе так надо. Нет для вас закрытых дверей, мои дорогие. А это тут сам себя человек закрыл. Поэтому нам говорят, опасайся от того, что, ну, может быть, какие-то праздники, расслабишься чересчур, допускаю. Или когда ничего не хочется. Вот есть такая мудрая фраза: «Заставляй себя даже тогда, когда ничего не хочется». Это не значит, что мы там прям себя палками, силком куда-то гоним. Но имеется в виду, в первую очередь, конечно, вдохновение, ведь это эмоциональная карта. Нет вдохновения, понятно, у этого человека. Вот как бы смотрит он в телевизор и живет не своей жизнью, а жизнью чужой, то, что ему транслируют. И вроде тоже четверка, две четверки, да, но насколько разное значение. То есть мы можем подзастрять в какой-то паузе. Мы можем не захотеть рассматривать альтернативных вариантов. Мы можем отказаться от какой-то возможности. Мы можем где-то этого не увидеть. Или мы можем чрезмерно ждать, когда придет его величество случай, и, по нашему мнению, это должно каким-то определенным образом произойти. А нам говорят, здесь ничего не будет меняться. Поэтому тебе, ну, может быть, для кого-то даже буквально карта говорит. И у вас наступает такое время, когда, ну, может быть, кому-то это важно услышать. От вредных привычек нам легче избавиться. Ну, у кого-то лишний вес, у кого-то другие привычки, да, у кого-то привычка, когда, ну, какое-то состояние может быть даже апатии, по этой карте апатия идет тоже. Когда мы понимаем, что, ну, мы как-то внутренне выгорели, обессилели, и тем не менее надо любыми путями вытягивать себя из этого состояния. Придумать, может быть, какое-то хотя бы небольшое путешествие или что-то дома вот как обновить. Может быть, да, нам такая мрачная комната, а тут нужно, как вот, вы понимаете, мои дорогие, вы нуждаетесь в каких-то внешних переменах. И это тоже вы сами должны как будто сделать для самого себя. Изменить пространство. Может быть, буквально ваш дом. Навести какой-то порядок, вот, может быть, и в жилище. Может быть, и в каких-то документах, папках, еще где-то. Словно старый хлам какой-то нужно выбросить. Мы меняем пространство, а оно вторично меняет нас. Перекладывайте на себя, мои дорогие тельцы. А я благодарю за то, что вы смотрите мои видео,
за ваши волшебные и добрые комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Благодарю за вашу поддержку, да, моего канала, моего творчества. Я вас люблю. И вы. Будьте счастливы, будьте любимы всегда.